Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. У нас сегодня очередной инструмент от фирмы Heimerdinger с сайта AliExpress. Приехал ко мне такой вот триммер, если можно его так назвать, для подрезки какой-то травки, там мелкого кустарника. Или вот таким вот сменным ножом можно подрезать тоже не то какую-нибудь траву с крупным стеблем, либо мелкий кустарник. Все это дело у нас быстро меняется, быстро сменяется. Сейчас я буду показывать. Ну и вот такая вот довольно толстая инструкция. Инструкция вся на английском языке. Описано буквально все, как заряжать аккумулятор, как что, как это. Вот видите, кустик подстригает, обрезает человек. И даже есть то, как затачивать, подтачивать наши ножи. То есть берем надфилек, напильничек маленький и работаем. Отличная инструкция. Жаль, конечно, что нет на русском языке. Итак, что мы имеем? У нас заявлена модель LB420. У них все в этих LB. Вот Heimerdinger LB420. Ну и вот так наша эта машинка выглядит. Значит, смотрите, как меняются лезвия. Здесь у нас есть две кнопки. Нажимаем и просто снимаем. И наблюдаем следующую картину. Редуктор у нас тоже сухой. Я бы сказал, ни капли смазки здесь нет. Единственное, вот в этом углу, если вы видите, наложен там капелька смазки. И на этом все. Я тоже начинаю думать, что это у нас сухой редуктор. Почему так думаю? Точно так же, как и про ручную цепную пилку. То есть, если мы будем резать травку, смотрите, то есть у нас здесь абсолютно никакой герметичности нету. Соответственно, мелкая трава, там, допустим, пыль из травы, либо сухая, будь то трава, все равно у нас будет попадать внутрь. Будет попадать, соответственно, на шестеренки и тем самым их слизывать. Вот, какой-то человек в комментарии под ручной цепной пилой мне точно так и написал. Говорит, как вскрыл, то есть он сам намазал, по-моему, вскрыл, а там... Короче, нет зубчиков. Это все превращается в такой твердый пластилин. Потом, когда высыхает, практически в бетон. И, соответственно, все это дело слизывается. Поэтому я тоже пока не знаю, буду ли я сюда что-то подмазывать, либо не буду. Ну, пока как-то так. Ну и вот такое вот устройство наших ножей. То есть, как вы поняли, бегает здесь эксцентрик. Тоже непонятно, почему они не поставили сюда подшипник. Вот, а просто бегает и трет по стенкам вот этот вот круг. Непонятно, почему так изготовлено. Вот сюда бы как раз таки я смазки и наложил, чтобы здесь все терло не по сухому. Короче, я сам буду, друзья, еще разбираться и смотреть. А вам же пока покажу, продемонстрирую, как все это дело работает. Ну и вот, как я уже показывал, клац. И у нас все готово. Давайте поменяем, допустим, вот этот нож. То же самое. Вот эти вот зубчики. Заводим в зацепление сюда. И защелкиваем. И у нас вот такой вот Heimer крокодил. Давайте подключим аккумулятор. Кстати, у меня раньше было, ну, у меня есть как бы машинка более, ну, немножко меньше размером. К сожалению, я уже не помню фирму. По-моему, Alsom это было. Ну, я не помню точно. Вот, довольно неплохая вещица. Ну и что, и поехали. Для того, чтобы запустить, у нас есть кнопка блокировки. То есть, так просто мы ее не включим. То есть, блокировка от случайного включения. И опять же, есть у нас здесь один минус. Давайте я включу. То есть, нажимаем эту кнопку круглую и включаем. И вот смотрите, единственный минус, что у нас нет блокировки клавиши. Нужно постоянно ее держать. Почему не придумали блокировочку, непонятно. То есть, если нам надо какой-то большой участок там подрезать или подкосить, ну, я имею в виду большой участок, то есть, понятно, что мы газон весь косить и не будем, но где-то вдоль забора, вокруг клумбы, как в моем случае, то очень долго нужно эту кнопку держать и очень сильно устает наш палец. Ну и вот, собственно говоря, такой инструментик. Так, давайте-ка мы его взвесим, чтобы вы представляли его вес. Будем взвешивать
Ну, давайте с этим крокодилом и взвесим с аккумулятором. Давайте я, наверное, поставлю. Он хорошо у нас стоит. Вот, кило 566. Это, друзья, с 4-амперным аккумулятором. Так, давайте мы взвесим теперь с этим вот триммером, с такой насадочкой. Кило 498. Там, ну, особо сильно не отличается по весу данные две насадки. Так, это мы с вами взвесили. Давайте-ка мы померяем, кому интересно, вот эти вот ширину захвата. Значит, захват будем мерять от сих пор и до сих пор. Не по краю самому, потому что по краю у нас захвата не получается. А вот отсюда и до сюда. 12 сантиметров у нас здесь захват. Так, ну и давайте длину режущей части, то есть тоже буду мерять от сих пор и до сих пор, где у нас будет еще что-то резать. Итак, измеряем ровно 20 сантиметров. Вот, не больше, как бы и не меньше. Так, друзья, сейчас по старой традиции мы с вами разберем, посмотрим, из чего же это все у нас изготовлено. Сразу предупреждаю, движок здесь у нас будет щеточный. Просто посмотрим систему передачи. Вот как тут, что у нас задействовано. Я так понимаю, что вот эта шестерня у нас выходит прямо из двигателя и передает уже вращение на вот эту вот данную шестеренку. Кстати, ее тут снять невозможно. Почему? Непонятно. Вроде по валу ездит. А, у нас есть вот здесь вот ограничитель, поэтому просто так шестерню без разборки мы снять с вами не можем. Все, давайте я разберу, посмотрим. Так, народ, разобрал я наш триммер. Вот, не сказал, что в руке лежит очень классно. Вот эта вот прорезиненность тоже препятствует всякому скольжению. То есть работать будет приятно. Скручен был 11 вот такими вот саморезиками. С крестовым шлицом. Вскрываем, смотрим. Сейчас тут все посыплется. Все шестеренки. Хопа. Ну и вот у нас как выглядит. Пластик опять же такой же, как и у Хаммера. Инструментальный, хороший, прочный. Ну а здесь у нас, друзья, все по-простому. Никаких контроллеров нет. Идет с аккумулятора площадка, поступает напряжение на кнопку, что в свою очередь питает наш движок. Движок, кому интересно, у нас RS550, RS550 PH-6435F. 24 вольта постоянного напряжения. Вот, так, что у нас по редуктору? Смотрим, как его достать. Опля, все оказывается просто. Вот. Значит, шестерня у нас должна сняться. Ага, вот такой вот у нас получается редуктор. Я думал, что здесь у нас звезда двигателя. А оказывается, звездочка двигателя у нас здесь передает вращение на большую звезду. Потом эта звезда передает уже на эту. То есть все как бы просто. Двумя болтами крепится сам двигатель. Ну и у нас вот эта вот звездочка редуктора закреплена тоже двумя винтами. Смазки здесь по минимуму, поэтому я, наверное, подложу сейчас смазочки. Кстати, с прошлого обзора у меня смазка здесь. И у нас сам вал. Сам вал практически сухой. Вот поэтому нужно немножечко доложить сюда высокотемпературной смазки. Я пользуюсь такой для подшипников. Вот, так как зимой у нас этот триммер будет не нужен. Так, смазываем немножко вал. Ну и немножко я вот сюда ее таким вот манером распределю. Не сильно много, дабы скользило. Так, друзья, и наверное я еще, знаете, что вот остаток выможу сюда вот на эту звездочку наверх. Еще, наверное, чуть-чуть я добавлю. Буквально чуточку. Потому что здесь тоже много ничего не нужно. Вот она разнесется по всей звезде. То есть получается у нас данная звездочка вот этой частью, выпуклым кольцом, скользит по данной звезде. Ну что, все, как бы посмотрели, смазали. И будем собирать. Сейчас соберу, проверим
на работоспособность и пойдем что-нибудь там подкосим, посмотрим, как она работает. Собрал я нашу чудо-машинку. Вот, мы с вами смазали, подмазали там ось шестерни вот этой. И я хочу немножечко еще таки подмазать то, о чем я вам говорил. Подмазать вот именно вот эту вот часть именно под привод, чтобы у нас на сухую оно не скользило. Иначе все это дело, хоть оно и подкаленное, видите, но оно со временем раздраконится, как на шестерне, так и здесь. Поэтому немножечко, не особо много, ну вот в таком вот количестве, я думаю, будет достаточно. Все, идем и тестируем. Итак, друзья, перед работой я рекомендую немножечко помазать наши зубчики маслицем. Ну и здесь. Вот так вот пройдемся. Все, поехали работать. Вот смотрите, допустим, у меня сидит голубика в колесах. Видите, и, допустим, газонокосилка, я вокруг колеса, ну никак не могу подлезть. Поэтому использую либо бензиновый триммер большой, иду все и сразу, а если вам надо где-то чуть-чуть, допустим, подкосить, подрезать, то можем использовать и этот. Итак, поехали. И у нас получается все быстро и красиво. Вот красота, а вот не красота. И тут красота. И вот так вот у меня, вот сколько этих кустиков. Берем и подкашиваем. Шикарная штука. В хозяйстве лишнее не будет. Так, давайте вот здесь у меня, допустим, перед теплицей такие аж заросли. Вот, обратите внимание, как быстро и четко можно работать. И красота, и чистота. Тут можно даже весь газон скосить. Все красиво. Вот травичка. И нет травички. Ну что, сейчас пойдем попробуем кустарничек рубануть. Вот что-то тут потолще у нас растет. Все режет. Меняем лезвие. Так, друзья, одной рукой, конечно, я не смогу. Ставлю на паузу, и мы продолжим. Ну вот, есть у меня такой кустик. Я уже тут немножко попробовал подрезать. Давайте здесь попробуем, что у нас получится. Вот, смотрите, попалась мне какая ветка. Вот даже такую ветку он просто откусил. Вот. Ну, конечно, для таких больших кустарников эта штука не предназначена. А вот где-то чуть-чуть подровнять, подкруглить, то самое, в принципе, оно. На этом, друзья, все. Я думаю, всем все понятно, как что работает. Сегодня у нас на обзоре был вот такой вот триммер от Heimerdinger. Всем спасибо, всем пока. Ссылочка, как всегда, на него в описании. Ты заходи, если что.